Всем привет! Мне часто пишут люди из большой России с вопросом о стоимости жилья здесь, о безопасности в Мариуполе, о том, можно ли приехать в Мариуполь. Поэтому сегодня на моем канале вы услышите историю от человека, который переехал из Красноярского края в Мариуполь насовсем. Героиню сегодняшнего выпуска зовут Анна. Она с мужем и детьми приехали в Мариуполь на работу и решили остаться здесь на постоянное место проживания. Мне кажется, что это очень интересный формат, поэтому поставьте лайк мне за старание перед просмотром. А мы начинаем. Думаю, стоит начать с такого вопроса. Звучало ли название нашего города Мариуполь в вашей семье до 2022 года? Либо вы узнали о Мариуполе после всем известных событий? Знаете, зазвучало слово «Мариуполь», когда начались именно вот эти всем известные события, только тогда. А ранее я даже никогда не обращала внимания, не придавала значения, что есть у вас такой город. Ни родственников, нет, никого здесь нет, в этой стороне нет. У нас есть родственники в другой стороне, это Владивосток, Благовещенск, но эта сторона однозначно нет. Как было принято решение ехать в Мариуполь? Знаете, решение было принято, немного могу рассказать предыстории, чтобы сложилась какая-то картинка. У нас большая семья, у меня 3 дочерей, и у моего мужа есть еще дочка. Я считаюсь мама 4 дочек. Был определенный период, когда мы были не вместе. Когда мы были не вместе, в этот период муж принял решение поехать сюда, в Мариуполь. Это было резкое решение для него, он резко уволился там, в нашем городе. Считай, год он пробыл здесь, и потом приехал. Я пробыла год там с детьми, он здесь. И потом он приехал, ему нужно было кое-какие документы сделать для официального трудоустройства здесь, в Мариуполе. Мы сели с ним, обсудили, поговорили, на что он мне сказал, говорит, вы приедьте просто с младшей дочкой, говорит, посмотрите, как здесь, что на город. Не понравится, поедете обратно. Но ключевыми словами в тот момент для меня были, когда он мне сказал, я в наш город не вернусь. Никогда. Он говорит, я настолько влюбился в этот город, мне важен, он говорит, мне важен климат, он очень полюбил здешних людей, и это были ключевые, то есть такие жесткие слова на тот момент для меня. И он сказал, говорит, я не вернусь, принимайте решение. Или вы остаетесь здесь, или вы едете за мной. Значит, ровно год назад, в июне, мы с младшей дочерью, получается, приехали, месяц мы пробыли здесь, ходили, знакомились, но на тот момент там знакомиться было мало с чем, то есть я как раз захватила еще только начало восстановления всего, еще когда город, можно сказать, был черно-серым, и через месяц я поехала уже за старшей дочерью, чтобы ее забирать. Самая большая дочь осталась там, потому что она уже замужем, а 2 дочерей я привезла сюда, потому что, опять же, ключевое слово, говорит, я не вернусь, я буду здесь, поэтому мы приехали сюда за папой. Ну а первые впечатления, когда вы приехали в Мариуполь, какие они были? Мы очень тяжело ехали с малой, мы ехали, там мы сели, было холодно, то есть это четверо суток ехали на поезде. Когда уже ближе сюда подъезжали, началось тепло, мы северяне, для нас это тепло, это вообще тяжело мы первое время переносили. И когда мы сюда приехали, мы были очень уставшие. С Ростова на автобусе мы добирались 5 часов, потому что водитель почему-то заблудился. Он куда-то не туда свернул. Мы приехали уставшие, и мы вечером заезжали в Мариуполь, и по большей части мы не видели, что было разбито, потому что было очень темно за окном. Нас муж встретил, мы были уставшие, мы приехали, покушали, помылись, покушали, упали, а на следующий день он нас повел знакомиться. То есть это сторона лебедей, голубей, как там называется у нас, вот эта сторона, получается. В эту сторону мы прошлись. Для меня, честно, был шок. Я 3 дня ходила, у меня неровно билось сердце. Я, потому что очень впечатлительный человек, и когда я смотрю, просто куска дома нет, висит стул, диван из выбитого куска дома, я просто начинаю переживать, как это все происходило. Я говорю мужу, вообще как может? Я не понимала, у меня был вопрос, как?
как можно было и как люди это все пережили, впечатление было, конечно, катастрофическим, ужасным. Я 3 дня ходила, мне было тяжело, меня сдавливало все, мне было плохо. Потом я, наверное, как-то, когда уже увидишь, что это там строится, там сносится новое, будет, понимаешь, что что-то будет лучше, я, наверное, тогда успокоилась только. Ваш муж, получается, приехал еще в 2022 году, да? Как Да. только вот закончились боевые действия. Да, он приехал в ноябре 22 года, когда не было ни света в городе, то есть улицы были темные. Там, где он снимать начал квартиру, не было ни окон, ни дверей, ни отопления, ничего. То есть муж еще вот это вот все, вот он прям все вот это схватил. Мы уже приехали, когда уже прошло спустя полгода. Ну, после ноября полгода, и уже что-то восстановилось. Хотя бы был свет, вода там в квартирах. И все-таки уже не... Он приехал, считай, в самую вот темень. Он приехал работать в сфере строительства, Да. помогать отстраивать наш город, да? Да. Он ехал с какими целями? Может быть, действительно с искренней какой-то целью помочь людям, либо просто поработать здесь? Смотрите, вот муж у меня такой человек, да, мы, наверное, люди с той стороны, с северной стороны Сибири, да, нам хочется все всем помочь, когда бы это ни было. По большей части жизненная ситуация у него была такая, складывалась, что вот он тыкнул пальцем в небо и поехал. Когда он приехал и понял, сколько здесь работы и сколько здесь нужно восстанавливать, и сколько людей нуждаются в этом, то есть он всегда говорил, там работы непочатый край. Там столько людей ждут вот этого восстановления, это нужно все делать. То есть его были слова, нужно делать быстрее, нужно делать срочно, ну, чтобы люди получали что-то, чтобы восстанавливались квартиры, чтобы пошла вода, чтобы где-то включился свет. Да, там. То есть у него мысль такая, быстрее делать. То есть у него вот такая мысль, помочь, чтобы у людей что-то уже начало функционировать, квартиры, дома, там, вся вот эта система начала работать. Первые люди, которые приезжали в Мариуполь, именно строители, они ехали сюда именно, да, они ехали именно помочь это людям. Сейчас они приезжают, им дают уже служебные машины, да. квартиры. А первые, которые приезжали, они там шалаши ставили, и в бытовках жили, и... Я же, опять же, повторюсь, на тот момент, когда приехал муж, у них была квартира, которую они снимали, не было ни окон, ни дверей, то есть это ноябрь месяц, это, ну, все-таки холодно, и хоть он и привыкший там к холоду, но все равно без окон, без дверей, как жить. И он не собирался уезжать обратно, то есть для него не было понимания, что я там сейчас месяц поработаю и уеду, нет. Он сказал, нет, нужно работать, нужно делать. А как вы решили вопрос с жильем? Вот вы когда приехали... Мы когда приехали, на тот момент уже муж уже снимал квартиру, на тот момент, когда мы уже приехали, она уже была с окнами, с дверями, мы жили там, на Куприна, мы жили 17, снимали квартиру, а когда я уже съездила за дочкой, мне же важно, у меня же дочь малая, 8 лет, ей же нужно было поступать во 2 класс, муж сказал однозначно 53-я школа, я говорю, почему? Я говорю, мы живем на Куприна, 53-я школа здесь. Он говорит, я найду тебе квартиру около 53-й школы. Ну, потому что он ее восстанавливал, он знает, как там все хорошо, ну, то есть сделано. И он говорит, хорошая школа, шикарная. И поэтому мы сначала нашли школу, а потом муж уже нашел в этой стороне нам квартиру. То есть этот вопрос решал муж. Берем на заметочку. У нас сейчас все школы такие, что... Ну да. Нет, на самом деле школы шикарные школы. Мы из того города, который маленький городок, небольшой. И, ну, ребят, сколько вам здесь сейчас сделано, до нас еще пока это дойдет. Сейчас все силы брошены на восстановление, то есть здесь просто... Ну, блин, такие дороги классные, такие школы, такие больницы, такое оборудование. Это настолько все, ну, шикарно, что, ну, пусть там завидуют. К сожалению, пока кадров не хватает в Мариуполе. Да. С этим проблем. Ого. Пока говорим за школы, хотелось бы узнать, были ли у вас проблемы с устройством ребенка в школу? Абсолютно никаких.
Вообще никаких проблем не было. Я пришла в 53-ю школу, напрямую пришла к директору, сказала, что мы переезжаем жить к вам в Мариуполь, мне нужно место. Она так посмотрела на меня, говорит, а вы чего сюда? Я говорю, да к теплу поближе. И я хочу вам даже сказать на заметку, мне сразу работу там предложили, в этой школе, в 53-й. Да, но я, к сожалению, отказалась. Ну, может, к сожалению, может быть, нет, но я отказалась на тот момент, потому что, ну, зарплата там, ну, невеликая. И мне сразу же, в тот же день она предложила работу, директор. Она мне выписала бумагу с синим штампом, что они готовы нас принять. На основании этой бумаги, когда я приехала к нам в город, пришла к нашему учителю, к нашему директору, ну, им пришлось меня выпустить, то есть документы были тоже собраны в течение одного дня там в школе, потому что здесь нам уже приготовили место. Никаких проблем не было, абсолютно никаких. В каникулы, между четвертями или вот прямо в летнее время, в летний период, это был август, да, мы уже в августе 17-го мы уже приехали, уже 2 дочерей я сюда привезла и уже приехали, у обоих было место для поступления. Вторая дочка ваша старшенькая, да, Да. вот ей сейчас 18 лет, она, получается, здесь поступала? Нет. Нет, да? Это тоже отдельная история. Это тоже отдельная история. Там у меня дочь уже училась в политехническом колледже на земельном отделении. Первый курс у нее был закончен на тот момент. Но по законам Российской Федерации после первого курса ты вправе на второй курс поступить на любое другое отделение. То есть ты можешь выбрать. На фоне этого, конечно, мы сыграли. Пусть будет как не смешно, я увидела объявление на остановке про ПГТУ наша. А кто-то ругается на эти объявления на остановках. Я- Вот сколько людям они помогли. Я перед тем, как уезжать, потому что в голове же вот, ну, понимаю, что это август, мы приедем в августе, куда мне ее учиться, то есть учиться нужно, то есть вот это вот все крутится в голове. Я увидела это объявление по ГТУ, когда приехала туда в Канск, мы там пробыли всего, наверное, дней 5, мы за 5 дней обернулись и поехали обратно. То есть за эти 5 дней я созвонилась по ГТУ здесь, будучи там в Канске, созвонилась здесь по ГТУ. Они мне сказали, что нужно сделать, мы там запросили документы на Лизу, и они мне там пытались сделать отчисление. Я настояла на том, что должен быть перевод. Потом начала звонить сюда, в ПГТУ, просить место. Мне нашли бюджетное место на отделении туризм на второй курс. Я говорю, как хотите, а если вы не приедете? Я говорю, мы приедем. У нас уже взяты билеты, мы выезжаем, мы будем у вас. Мне нужно бумага с синим штампом. Они мне в электронном виде высылают эту бумагу. Я эту бумагу приношу туда. В общем, там было 3 дня такого замеса, но мне удалось сделать перевод с нашего политехнического колледжа сюда, в Мариуполь, в ПГТУ. Ребенка взяли без проблем. А вы представьте Шикарно. теперь, насколько нужны нам квалифицированные кадры, которые будут продвигать туризм в нашем Конечно, регионе. конечно. Мариуполь самый большой город на Азовском побережье. Мариуполь это теперь не тупик, а проездной город из Ростова на Крым. Да. Сейчас она учится, но она довольна. Она очень довольна, учится шикарно, ударница, 4. Сейчас это экскурсии по Мариуполю, когда им рассказывают что-то. А она видит свое будущее в Мариуполе? Ну да, да, она понимает на данный момент, что 2 года это однозначно она будет в Мариуполе. Но я вам хочу сказать больше. Сейчас у нее уже, она выезжает, 1-2 июля она выезжает в нашу сторону, в наш город. У нее сейчас скоро приходит парень с армии, и у них уже взяты билеты обратно в Мариуполе уже вдвоем. Ух ты. Это хорошо. А парень откуда? С нашего города Канска, он сейчас служит в Москве в Росгвардии. Угу. Замечательно. После Красноярского края, как вам наш климат в Мариуполе? Ну, это, знаете, каждый ваш вопрос, это, наверное, отдельная история в нашей жизни. Мы, когда приехали, первый месяц мы очень сильно кашляли. Кашель, то есть, забивал категорически прям вот ночью, днем, и нам не помогало никакое лекарство, потому что это идет перестроение. Климат, конечно, шикарный. В том плане, что на 2-й день мы, пройдя до 17-го рынка смолой, придя домой, получили солнечные удары.
тут всего лишь было 30. Мгм. Для нас мы получили обе солнечный удар, лежим вечером, я с температурой, она с тошнотой, то есть буквально через 2 дня мы сгорели. Первый поход на море мы сгорели, мы сразу же ужарились, для нас это было очень жарко, и у нас же там лето сколько, ну от силы ты там 2 недели, если выхватишь, и все, и такой Мне жар. дядька всегда говорил, июнь еще не лето, июль уже не лето. Уже не лето, все, в августе ты уже не можешь купаться, потому что начинают дожди. Ты не успеваешь там не загореть, там почему северяне, они постоянно ездят каждый год на море. Они вот год работают, чтобы летом съездить на море, потом опять год работают. Поэтому даже каждый день я здесь говорю местным людям, вы не цените там, где вы живете. Мгм. Вы просто не цените солнце, вы не цените море. Да, у нас шикарный лес, у нас шикарная тайга, по которой я скучаю. Ну, то есть все то, что растет в тайге, здесь этого нет. Этих шикарных грибов. Да, здесь грецкий орех, у нас кедровый орех, кладезь витаминов. У нас там грузди, здесь ты его не поешь, этот груздь. Просто ты его не найдешь, этот натуральный груздь. Это, конечно, шикарная природа, тайга, но здесь вот это солнце и море, местные они его не ценят. Зато Мгм. знаете, мы чем компенсируемся? У нас с мая месяца поливные огурцы, не Да. вот эти вот здоровые. Клубничка. Клубничка. Вот сейчас она сколько, рублей по 160, наверное, на оптовом рынке. Да, И она не вот эта вот не пластиковая, она вот с наших Да. вот соседских деревень с Ну, грунтовая. Да, рыба. Рыба азовская. я поспорила бы насчет рыбы с вами. Не, ну у вас там своя, да. Там понятно. северная рыба, мне ее не хватает здесь. Ну, Мне не понятно, хватает. понятно. Ну мы вот поехали. А пеленгаз попробовали. наш. Ну, это белорыбица. А наша кита. Да, это здесь то, что продается форель, это искусственно взращенная. А вы Это дикую форель ели? М-м, наверное, Это нет. мечта, это мечта поехать и где-нибудь вот под Красноярском в горной реке словить и приготовить. Да. Вот это вот, знаете, Да. как этап в жизни Да. хочется совершить. Это совсем разные вещи, и поэтому, да, здесь своя рыба, здесь своя красота, и опять же, если говорить про ягоду, вчера дочь, она до сих пор старшая, списывается с девчонками с той стороны, да, и она говорит, ну сегодня с мамой будем клубнику в шоколаде делать. Они говорят, да какая клубника еще до клубники, как до Москвы на карачках. Она говорит, алло, проснитесь. Мы, говорит, уже ем, уже едим ее, говорит, сколько у нас уже отходит. И тогда, конечно, до девчонок дошло, что у нас другая сторона, это тепло. Там еще в куртках вовсю ходят, там очень холодно. Малина 2 раза Обалдеть. в год у нас Да. ходит. Арбузы сейчас вот пойдут. Вот сейчас арбузы да, это местные. красота, Да, согласна. Виноград до самого ноября, наверное, Да. местный тоже. Вот он Это да. шикарный. Как бы, конечно, мы все это ели в своей жизни, да. Но когда ты утром выходишь, жара, заходишь вечером, опять жара, это вообще прям классно. А отличается ли зима в Канске от зимы в Мариуполе? Конечно, Тут отключать. вопрос. 180 градусов это 100%, то есть... Ой, у нас зима начинается, сейчас я вам хочу сказать, ну, сентябрь еще там дожди, потом вот с октября это все начинается, и март. Даже сейчас есть какие-то моменты, где еще можно застать не растаявший снег. Ух ты. Настолько есть, да, глубинки, да, где еще лежит снег. Это кардинально отличается. И если у тебя, допустим, крещенские морозы жарят минус 55 и 50, да, и ты после минус 55 выходишь на улицу, у тебя 30, нифига кайф сегодня. Всего лишь 30, да. И заметьте, в минус 30 у нас не идут 1-5 классы учиться. Мгм. 11 класс, то есть с 5 по 11 не идут учиться с минус 35. Мгм. 28 градусов на улице, ты одеваешь ребенка, и он у тебя идет в школу. Ну, когда местные говорят, ой, мы тут из-за ветра, как ваши 30, я такая говорю, да, давайте в полтинник к нам, поехали все ко мне, у меня там есть где остановиться. Поехали все ко мне, говорю, попробуйте выйти в минус 50. Вы знаете, у нас даже вот у нас частный дом, да, и у нас собака в ограде живет очень большая, здоровая, и ты ей днем выносишь сладкую воду теплую, чтобы собака не замерзла. Ты же ее не затащишь в дом, дворовую То есть собаку. там у вас собаки даже живут? Конечно, в минус 50 конечно, они живут выживают? в минус 50 на улице. Ты кормишь их, допустим, когда сильные морозы, 3 раза в день, теплой едой, горячей, потому что она у нее тут же остывает и начинает мерзнуть. Мгм. Ты специально подогреваешь. Теплую воду выносишь сладкую, чтобы она не замерзала, чтобы собака попила, поела. Конечно, будки утепляются, и собаки живут там. Обалдеть. Даже иногда тявкают.
Мы, когда здесь было холодно, и выпал снег, и я пошла за малой, здесь же нужно встречать и провожать малых, я пошла за малой в школу, я смотрю, все вытащили санки, каталки, быстрее давай детей катать на этом снегу. То есть, конечно, потому что он скоро растает, и для нас, конечно, был вопрос, тоже приехали, задавала вопрос мужу, а как мы будем Новый год встречать без снега? И малая спрашивала, как без снега Новый год? Ну, как-то пережили, нормально встретили, хорошо, и очень, конечно, скучаешь по снегу, по вот этому хрусту снега, как ты по нему идешь, как вот эти снежки, это... А чувствуете у нас вот влажность сильную Да. от моря, да? Да. Поэтому от этой влажности люди все, те, которые приехали с той стороны, начинают сильно кашлять. Нас очень сильно мучил кашель, и я говорю, что когда организм через месяц перестроился, тогда все пошло хорошо. Это был просто ужасный кашель. Чувствуется. Зато экономия на увлажнителях. Ну да. Нам осушители нужны. Ну, насушитель кондиционер, в принципе, есть, а увлажнить кондиционером не получится. Вы купались в нашем Азовском море уже? Конечно. Конечно, мы все прошлое летом там протусовались. И как вам? Море, конечно, класс. Медузы замучили в августе. Это вообще, мы их как бы видели только на картинках. Малая даже потом отказывалась просто в воду заходить. Для нее это прям паника была. Да, хорошо, классно. Сейчас на самом деле пляжи приводят в порядок, это будет вообще красота, и я думаю, что появятся даже те службы, которые будут периодически смотреть за порядком на пляжах, потому что этого не хватало в прошлом году. У нас спрашивали, а у вас можно на пляже на мину наступить? Нет, друзья, уже нельзя, уже все безопасно на пляжах. Нет, ребят, какая мина? Здесь уже этого нет, в черте города этого вы не найдете, однозначно здесь уже все проверено. На пляже купались, были в разной стороне, мы этого уже не боимся. Мариупольцы, которые уезжали из Мариуполя, их сопровождало вот чувство ностальгии. А вы скучаете за своим домом? Да, конечно, я скучаю, ребят. Как я могу не скучать, когда у меня там дочка? У меня дочка старшая, которая 20 лет, она там. Периодически отправляют мне кружочки, как там холодно, как там снег, как там лиса пробежала сегодня около ограды, и как там мишки выходят. И по всему этому я однозначно скучаю. Я поеду туда в гости. Ну, я хочу, чтобы здесь было уже все родным. Сейчас решим пару вопросов. У нас там остался очень большой дом. Я думаю, у меня получится его продать и купить здесь жилье. А вы планируете в ипотеку брать здесь жилье, либо покупать? У нас получится, скорее всего, да, часть будет, мы внесем сразу же средств, часть будет ипотека. Да. Потому что очень много вопросов по поводу ипотеки, как вот в Мариуполе это можно сделать. В Мариуполе, если ты с большой земли, это проблемы никаких. Никаких проблем. Под 2% Да. И вперед. Никаких проблем для этого нет, поэтому часть финансов мы внесем сразу, часть оплаты, и часть у нас будет ипотеки. Проблем для этого нет. Традиции Красноярского края отличаются от традиций в Мариуполе? Может быть, блюда какие-то вы здесь впервые попробовали? Может быть, слова какие-то вот чисто мариупольские вы здесь впервые Чего не услышали? хватает очень сильно. Смотрите, когда приехали мы сюда, и, конечно же, вот это вот шо, вот это прям подкидывало меня. А сейчас я уже сама могу так сказать, это нормально для меня. Иной раз дома простреливает шо, малая прибегает: мама, ты шо сказала? Я говорю: я? Ты что? Говорю, я не могла так сказать. Она говорит: мама, ты только что сказала шо. И блюда отличаются в основном. Это моя старшая дочь с девчонками бодается, у кого какое как блюдо готовится. То есть я сильно так не пересекаюсь, где-то мы вот об этом не разговариваем, как бы в семейном кругу, как бы привыкшие, что кушать, то мы и кушаем. А здесь они бодаются, что такое борщ, что для них такое щи, зеленые какие-то щи. То есть они вот между собой они бодаются. Лиза хвастается: мама приготовила там что-то это. Они говорят: а что это такое? Она: а что, вы не знаете, что это за салат чифан? Вы что, не знаете? Это шикарный салат. Овощной салат, который у нас всегда, мы его делаем в основном
в нашей семье мы С его картошкой, делаем. да, Да, зажаренной? да. Это картофельный пай называется. Мы его делаем в основном это какие-то празднества, вот что-то такое мы себе делаем. Хотя это можно есть на повседневное блюдо, это овощи, шикарный диетический салат. Они говорят, что это за салат, мы его никогда не ели. Да, есть какие-то блюда, которые отличаются, но в основном все вкусно. Чего вам сейчас не хватает в Мариуполе? Мне не хватает, наверное, своего собственного жилья. Единственное, что мне не хватает. Все. А вот по инфраструктуре, может быть, каких-то магазинов? На данный момент, если брать с прошлым годом, на данный момент уже есть все. Уже при желании можно найти все. Магазины, где-то, если хочешь что-то купить изысканное, это все уже есть, ребят. И если брать с прошлым годом, когда ты элементарно, чтобы купить шторы, ты ходил просто, искал и расспрашивал, где это можно купить. Сейчас нет, сейчас есть все. Все, и на самом деле рынок, он увеличивается и увеличивается, ну, прям максимально быстро. И это классно. Конкуренция уже здравая появляется. Видите ли вы перспективы в этом городе? Города, да, конечно. Да какой разговор? Тут буквально еще, ну, я даю потолок 2 года, это просто будет шикарно все. Сейчас все вот это вот все немножко подберут еще, что тут осталось доработать, доработают, и начнется уже после доработок развитие города. Сейчас идет восстановление, далее пойдет развитие. Да, конечно, это будет пушка. Это будет город, пушка на самом деле. Ну, ребят, ну, однозначно я бы не осталась здесь. Поэтому однозначно выбор остаемся здесь, потому что я понимаю, что для моих детей будет будущее. На самом деле, да. Вот, конечно, да. Спасибо большое, что согласились на это интервью. Было очень интересно. Спасибо большое, что вы приехали и что вы верите в наш Мариуполь, даже, наверное, больше, чем некоторые местные. Да. Это очень важно, очень ценно. И, друзья, я надеюсь, что мы в полной мере сегодня ответили на многие вопросы. Для нас они кажутся странными, там, да, в плане мины на пляже там, или что-то вот такое. Надеюсь, что мы прояснили сегодня много вопросов. Да на самом деле Россия, как можно бояться можно Мариуполя? Я не понимаю, как можно будет бояться сюда ехать? Здесь такое шикарное ПВО, ребят. Все сюда, друзья. Все сюда.